Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии прямо сейчас усиливается влияние китайского импорта. Немецкая промышленность теряет свои позиции, и в Берлине все чаще обсуждают, что зависимость от дешевых поставок начинает отражаться на производстве и занятости. Фридрих Мерц и представители европейских институтов уже обсуждают возможные меры поддержки промышленного сектора. И это еще не все. Без предупреждений в Германии на другом уровне формируется напряженная ситуация. Цена на сливочное масло заметно снижается, фермеры ведут диалог с торговыми сетями, а аграрный рынок сталкивается с противоречиями между интересами покупателей и производителей. Стоит ли ждать обратного эффекта? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня немецкая промышленность сталкивается с усиленной конкуренцией со стороны Китая. И эксперты рассматривают это как серьезный экономический вызов, требующий системных решений. Долгое время, вы знаете, Китай считался мировой фабрикой, но сейчас он уже перестал быть только поставщиком дешевых товаров и стал мощным конкурентом всем ключевым отраслям Запада. В 2025 году экспорт Китая вырос примерно на 5,5%, а импорт практически не изменился. При этом торговый профицит Пекина с остальным миром достиг почти 1,2 триллиона долларов, и это создает огромное давление на производителей в Европе и Соединенных Штатах Америки. Такая значительная разница между экспортом и импортом заметно влияет на конкурентоспособность компаний в Германии. Прямо сейчас влияние китайских товаров ощущается в самых разных отраслях. Текстильная промышленность чувствует конкуренцию китайских дешевых брендов, а химия, машиностроение и даже солнечная энергетика уже оказались в ситуации, где местные компании не могут конкурировать по цене. Ассоциация химической промышленности отмечает, что китайские импортеры усложняют рыночную ситуацию, поскольку работают в условиях государственной поддержки более доступного финансирования. Особенный пример – это солнечная отрасль. Я думаю, вы помните, что раньше в Германии были солидные производители модулей и комплектующих, но сейчас Китай уже контролирует, внимание, примерно 75% глобального рынка модулей и почти весь рынок ваферов, то есть полупроводниковой промышленности, необходимых для их производства. А половина мирового производства и почти весь рынок передельных элементов находится именно там. Это означает, что при попытках развивать отрасль Германия сталкивается с крупным участником рынка, который давно обладает преимуществами в масштабах производства и себестоимости. Экономисты обращают внимание на еще один риск. Сегодня не только экспорт под давлением, но и зависимость от самих китайских компонентов. Многие немецкие компании используют китайские детали, сырье или редкие металлы, которые критически важны для производства высокотехнологичных товаров. Поэтому до перестройки цепочек поставок отрасли остаются чувствительными к изменениям в торговой политике Китая и возможным внешним ограничениям. Положение усугубляется еще тем, что некоторые политические решения прошлых лет сыграли против самой Германии. В солнечной отрасли, например, лидерство было потеряно еще в 2010-х годах, когда ключевые производства оказались менее защищенными от массовых субсидий со стороны Китая. И именно поэтому теперь вернуть позиции на мировом рынке очень трудно. Экономисты из института ИФА и другие аналитических центров считают, что немецкой индустрии необходимо практичные меры, дополняющие политические заявления канцлера Фридриха Мерца. Среди предлагаемых вариантов это повышение тарифов на импорт субсидированных китайских товаров, расширение торговли с другими регионами и усиление инвестиций в собственное высокотехнологичное производство. Мы с вами уже видели разные примеры, и история показывает, что когда страна слишком сильно зависит от одного рынка, будь то экспорт в Соединенные Штаты Америки или импорт из Китая, это увеличивает уязвимость всей экономики. Германия уже сталкивалась с подобным в прошлом. После отказа от собственной массовой электроники и переноса производства за границу в 2000-х годах отраслям приходилось восстанавливать позиции через целые десятилетия инвестиций. Сегодня похожий опыт приходится учитывать заново. При этом изменение ситуации намного выше, поскольку отрасли, важные для будущего развития, испытывают усиленную международную конкуренцию. Поэтому сегодня, по сути, у Германии есть два пути. Либо изменить модель внешней торговой политики, диверсифицируя рынки и укрепляя собственное преимущество, либо продолжать снижать позиции в ключевых отраслях и постепенно сокращать промышленный потенциал. Канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня настаивает, что зависимость от Китая больше нельзя считать нормальной ценой за дешевый импорт, потому что в итоге Германия теряет производство и рабочие места. В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен говорит о том же, но с другой стороны, Европа слишком долго закрывала глаза на то, что стратегические отрасли уходят под контроль китайских поставок. В результате Берлин поднимает вопрос о поддержке собственной промышленности.
Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии формируется спорная ситуация, которая на первый взгляд кажется незначительной, но на практике затрагивает целую отрасль. Цена на сливочное масло обвалилась, и многие молочные фермеры оказались под финансовым давлением. За последние недели ценники на масло стремительно пошли вниз, и на самом деле это отражает более глубокие проблемы на рынке молочной продукции, чем нам с вами кажется. Сразу скажу, что причина падения цены – это перепроизводство молока и накопившиеся запасы. После нескольких месяцев, когда молочные фермеры и молочные заводы еще получали высокие доходы, рынок, скажем так, перекосило. Предложение стало превышать спрос, и это сразу сказывается на цене основного продукта сливочного масла, которое, кстати, традиционно считается тем маркером состояния молочной продукции. Искусственное удешевление продукта особенно заметно в рознице. Дискаунтеры конкурируют за покупателя. И я, кстати, в начале декабря даже видел пачки масла весом 250 грамм у некоторых сетей, которые продаются почти за 1 евро или даже ниже, то есть за 99 центов. И не от одного производителя. И такая цена в последние годы была редкостью. Нам с вами, как покупателям, это кажется выгодно, но для молочных хозяйств это превращается в серьезную проблему рентабельности. Сельхозпроизводители отмечают, что от падения цены на масло пострадала не только конечная прибыль, но и стоимость молока, то есть самого сырья, из которого оно производится. Хочу вам дать еще информацию, что в январе 2025 года фермеры еще получали за литр молока около 53 центов, что примерно покрывало расходы. Теперь же цены продолжают снижаться, и многие животноводы опасаются, что производство станет убыточным. В некоторых регионах фермеры уже сообщают о своем недовольстве текущей ситуации. Например, в Баден-Вюртемберге и Баварии фермеры проводили согласованные акции у логистических центров крупных торговых сетей, выражая претензии к ценовой политике ритейла, когда продукты продаются по ценам ниже самой себестоимости. Такой подход, по мнению представителей отрасли, подрывает основу сельскохозяйственного производства. Исторический молочный рынок, вы знаете, Германия уже переживал трудные времена. В 1990-х, 2000-х годах фермеры сталкивались с колебаниями цен на сырье и давлением со стороны импортеров, но тогда рынки сглаживали это за счет развивающегося экспорта и стабильного внутреннего спроса. Сегодня же глобальные перепады цен и усиление конкуренции в Европе действуют намного быстрее, и фермеры оказываются перед выбором или сокращать производство, или искать новые пути повышения эффективности. Поэтому сегодняшнее падение цен на масло – это повседневная реальность для семейных хозяйств, где доходы, как мы видим, снижаются, а затраты на корм, обслуживание той же техники и рабочую силу остаются высокими. И что важно, что дальше при даже небольших колебаниях рынка хозяйства с ограниченными финансовыми резервами сталкиваются с трудностями раньше других. Эксперты молочного рынка Германии считают, что это предупреждение для всей аграрной отрасли. Если цепочки поставок и торговые механизмы не будут срочно адаптированы, а ответственность за устойчивую цену не найдена, то давление со стороны крупных ритейлеров и глобального рынка будет, наоборот, усиливаться. Таким образом, рынок молочных продуктов в Германии показывает, что низкие розничные цены для покупателей могут иметь обратный эффект и создавать серьезные риски для самих производителей, для фермеров. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.